В начале октября стало известно, что на Францию обрушился ураган Алекс. В 5 департаментах действовал оранжевый уровень опасности. На острове Белль в Бискайском заливе порывы ветра достигали 186 км в час, без света из-за непогоды остались 80 тысяч человек. Альпы и Ницца из-за непогоды закрыт аэропорт, приостановлена работа всего наземного транспорта. Причиной ухудшения погоды стал шторм Алекс, который обрушился на юго-восточную часть Франции. Особенно сильно пострадал от наводнений район вокруг курортного города Ницца. Стихия сопровождалась обильными ливнями и сильным ветром. По данным французских метеорологов, в некоторых районах департамента за сутки выпало 450 мм осадков, что эквивалентно 4-месячной норме в это время года. Сообщается о разрушенных дорогах, мостах, подтоплении жилых домов, массовом отключении электричества. По последним данным, в настоящее время разыскиваются 19 человек, 8 из них официально числятся пропавшими без вести. Циклон смещается в сторону Италии, в западных регионах страны объявлено штормовое предупреждение. В результате обрушившегося на Италию урагана Алекс в курортном городе Сан-Ремо и ряде других населенных пунктов Лигурии на побережье Средиземного моря пропавшие без вести 5 человек. Тысячи человек лишились света из-за обрыва линии электропередачи. Между тем власти по-прежнему предупреждают об угрозе наводнений, в частности, в районе реки По на севере страны. В области Пьемонт на северо-западе ущерб нанесен ряду улиц и мостов, подтоплены улицы. Власти коммуны Лимони-Пьемонте заявили о катастрофической ситуации. В Австрии спасательным службам также пришлось неоднократно устранять последствия падений деревьев и подтоплений. В Швейцарии под водой оказались участки автомагистрали А2, ее перекрыли. Ранее сообщалось, что ураган Алекс обрушился на побережье Средиземного моря в ночь со 2 на 3 октября. В результате во Франции около 30 тысяч домов остались без электричества. По данным французских метеорологов, в регионе за 10 часов выпала годичная норма осадков. Мы столкнулись с бедой, подобной которой я еще не переживал в департаменте Приморские Альпы, отмечал мэр Ниццы Кристиан Эстрози.